В июле прошлого года в тундре на грани жизни и смерти оказался мужчина. Неопытный турист уснул целым, а проснулся весь в укусах. Мошка чуть не съела его заживо. На бедолаге почти не осталось живого места, все тело раскрасилось красными точками. К счастью, мужчину спасли. Для этого в дело пришлось вмешаться врачам. Зато теперь он буквально на собственной шкуре испытал, что такое мошка и почему ее называют самым страшным зверем тундры. Больше 100 лет назад даже существовал способ казнить человека, выставив его на гнус. Во время сибирского восстания им пользовались и белые, и красные. Раздетого человека привязывали к дереву, и он от укусов насекомых умирал за 1,5-2 часа. Причиной становилась не потеря крови, а сенсорный шок от укусов тысяч насекомых. И это не считая того, что мошка намного страшнее комара. Она отгрызает кусочки кожи, ее стаи могут выедать жертву до костей. Но прежде чем мы расскажем, почему мошку боятся все, кроме оленеводов и геологов старой школы, не забудьте подписаться на Ямал Медиа и активировать колокольчик. Так вы не пропустите ни одно видео о тайнах и опасностях Крайнего Севера, людях, которые его исследовали, и самых любопытных уголках нашей планеты. Дорогие зрители, надевайте накомарники и поливайте себя репеллентами, ведь мы начинаем рассказ о самой главной напасти тундры. Мошки – это представители того же отряда насекомых, что и комары. Всего на планете их больше 1500 видов, и встречаются они буквально везде, кроме Антарктики, пустынных безводных областей и некоторых океанических островов. В России самое большое количество мошек обитает в зонах тайги и тундры, а еще они населяют степь и лесостепь. Почти все мошки – кровососы, нападающие на птиц и млекопитающих. Размер взрослых мошек от 1 до 6 мм. Самые мелкие виды обитают в тропиках, самые крупные в северных широтах, как раз в тундре. Обычно они наиболее активны ранним утром и на закате. Однако во время полярного дня, когда солнце не заходит, мошки могут летать круглосуточно. Тут уже определяющим фактором становится температура. Ночью обычно холоднее, и эти гады прячутся. А еще на поведение этих кровососущих двукрылых влияет ветер. Он мешает роению, а также нападению на животных. Самое интересное, как и у комаров, у мошки кровью питаются только самки, так как это источник белков, необходимый для откладывания яиц. Самцы пьют исключительно нектар растений. Самки тоже питаются нектаром, получая из углеводов необходимую энергию. Но яйца большинства видов мошек не развиваются, если самка не попила крови, и это главная причина нападений крошечных хищниц. Самцы мошек живут в среднем не более нескольких дней. Их задача за свою короткую жизнь найти самку и продолжить род. После этого они умирают. Только в России встречается около 100 видов мошки и комаров. И в тундре знание их повадок может пригодиться и даже спасти жизнь. С началом лета, когда в тундру придет настоящее тепло, начнется массовый вылет насекомых-вампиров, а их количество будет исчисляться миллионами. При этом на каждой местности вампирская семья состоит из определенных видов, отличается временем вылета и своей активностью. Для тундры, например, самыми массовыми являются 2 тундровых вида комаров – Aedes hexadontus и Aedes impingere. Примечательно, что Север получил репутацию комаринного региона только благодаря одному из них – это Aedes hexadontus, которого еще называют комаром шестизубым. На территориях с умеренным климатом его численность невысока, зато в лесотундре он король среди собратьев. Именно самки этого вида дают до 95% нападающих на человека комаров-кровососов. И хотя на юге видов насекомых больше, северные берут количеством. По подсчетам энтомологов, во время массового налета за 3 минуты на человека может напасть до 500 комаров и мошек. Вынести такую атаку насекомых – настоящее испытание. Человек оказывается буквально облеплен роем. Инсекты забиваются в глаза, уши, пробираются через одежду. Самая большая опасность при этом – интоксикация, от которой можно умереть. За многовековое соседство с комарами коренные народы Севера выработали массу проверенных способов борьбы с ними. Для начала оленеводы попросту старались переместиться летом в более северные места. К морю или в горы, там, где прохладнее, а ветер сдувает тучи гнуса. На стойбище в качестве отпугивающего средства использовали дымокур, костер, поверх которого клали травы, мох или еловые ветки. Кроме того, смазывали руки и лицо рыбьим жиром.
Жителям тайги, а вслед за ними охотникам, рыболовам и ученым в экспедициях долгое время заменой репеллентам служил березовый деготь. Его ядреный запоминающийся запах неприятен не только людям, комары с мошкой его тоже не выносят. А какие способы спасения от кровососов знаете вы? Пишите об этом в комментариях, возможно, именно ваш вариант сможет кому-то помочь. А вот в других вещах вкусовые предпочтения насекомых и людей расходятся. В отличие от нас, эти маленькие кровопийцы обожают запах пота и особенно чувствительны к углекислому газу, который человек выделяет при дыхании. В этом плане самой привлекательной категорией людей для москитов могут быть те, кому приходится заниматься физическим трудом. В запахе пота насекомых привлекает аммиак и молочная кислота, вырабатываемая бактериями. И чем сильнее потеет человек, и чем реже он моется, тем аппетитнее он для мошки. Обожают крылатые вампиры тучных людей, беременных женщин и детей, поскольку те выдыхают больше углекислоты. Есть мнение, что привлекательность человека для комаров усиливает и алкогольное опьянение, но конкретной связи между количеством выпитого и вниманием комаров все-таки пока не установлено. Чтобы спастись от комаров, стоит не только чаще мыться и использовать всевозможные репелленты, природные и химические средства, отпугивающие насекомых. В качестве отпугивающего средства можно попробовать одежду разных цветов. Замечено, что темные цвета привлекают насекомых значительно сильнее, поэтому для похода в тундру лучше выбирать вещи белого, пастельного, бежевого, светло-оливкового цветов или хаки. Это же касается и цвета противомоскитных сеток на окнах. Напротив, яркая одежда, красная, зеленая, оранжевая, вызовет у кровопийц желание попробовать человека на зуб. На комаров местные жители почти не реагируют. С годами уже выработался своеобразный иммунитет. Зато к мошке, по их словам, привыкнуть невозможно. Мошки составляют часть гнуса, биомасса которого огромна. Кажется, что созданы эти насекомые исключительно для того, чтобы докучать другим животным и людям. Однако они – важнейшая часть экосистемы тундры. Их личинками питаются хищные личинки других насекомых и рыбы, а взрослые насекомые служат пищей для некоторых птиц. Для человека личинки служат индикатором чистоты водоемов, а численность взрослых насекомых указывает на достаточное количество растительности их окружающей. А еще слюну мошек применяют в медицине. Она обладает обезболивающим и сосудорасширяющим эффектами, а еще не позволяет крови какое-то время сворачиваться. Это используется для некоторых видов операций. А как думаете вы, мир без гнуса стал бы лучше или началась бы экологическая катастрофа? Пишите свое мнение в комментариях сразу после того, как поставите лайк и активируете колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Не забудьте подписаться на наш канал и предложить свои темы для наших будущих видео. А с вами, как всегда, был канал Ямал Медиа. До новых встреч!